Колбаса из магазина – это, к сожалению, не всегда мясо. Чаще это смесь жира, костной муки, загустителей и химических добавок. Но зачем рисковать здоровьем, если можно приготовить полезную и вкусную альтернативу? Сегодня ароматный утиный рулет, без вредных добавок, только натуральные ингредиенты и потрясающий вкус. Для рулета важно правильно подготовить утку. Мы удалим кости, стараясь сохранить кожу целой. Так рулет получится аккуратным и удобным для заворачивания. Перед приготовлением важно удалить копчиковую железу, расположенную в хвостовой части утки. Эта железа выделяет сальный секрет, который придает мясу неприятный мускусный запах и горечь. Чтобы этого избежать, аккуратно срезаем хвостик вместе с железой, обеспечивая тем самым более приятный вкус и аромат нашего блюда. Теперь нам нужно аккуратно отделить мясо от костей. Начнем с нижней части утки. Отсоединяем филе, стараясь не повредить кожу. Важно помнить, что кожа в некоторых местах крепится только к фасции, поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не прорезать ее. Когда мы отделяем мясо от костей, важно работать ножом под углом, чтобы не прорезать кожу, а отделять мясо вдоль костей. Особенно тщательно нужно подходить к области суставов, где мясо часто плотно прилегает к костям. Когда мы работаем с уткой, нужно учитывать, что на некоторых участках мясо легко отделяется, а в других это может быть сложнее. Особенно аккуратно нужно подходить к филе. Здесь важно не повредить кожу, так как она служит оболочкой для будущего рулета. Утка – это не только вкусно и полезно. Мясо утки содержит много белка, витаминов, особенно группы В, и микроэлементов, таких как железо и цинк. Оно также является источником полезных жирных кислот, которые важны для сердца и сосудов. Готовить мясо самому – это не только вкусно, но и гораздо полезнее. Мы точно знаем, что добавляем в блюдо, и не полагаемся на химические добавки и консерванты, которые часто встречаются в магазинной колбасе. Поэтому домашние мясные рулеты – это идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет получать натуральный продукт без лишних добавок. Теперь мы будем отделять филе от ножек. Для этого аккуратно выворачиваем утку. Таким образом мы получаем доступ к суставам, и это значительно облегчает отделение мяса. Сначала снимаем одну ножку, аккуратно двигаясь вдоль сустава, и после этого, когда идем до конца, ее легко можно отделить. Теперь повторим этот процесс для второй ножки. При отделении второй ножки важно работать суставами плавно, не спеша. Чтобы мясо легко отделялось от костей, можно немного подеть ножом по суставу. Не бойтесь немного покрутить кость, это поможет точно отделить ее от мяса. Теперь переходим к позвоночнику. Здесь мяса почти нет, но важно аккуратно прорезать кожу вдоль позвоночника, чтобы сохранить ее целостность. Это нужно, чтобы рулет не развалился в процессе варки. Сохраняя кожу, мы обеспечиваем ее прочность, а сам рулет остается целым и компактным. Теперь, когда мы подошли к грудной части, видим, что здесь мясо более плотное, и отделять его гораздо легче. С помощью выворачивания мы получаем хороший доступ, чтобы отделить мясо от костей и аккуратно снять филе с остального скелета. Переходим к удалению верхней части крыла. Для этого сначала аккуратно срезаем кожу по кругу чуть выше сустава. Это поможет нам сохранить целостность остальных частей утки. Далее находим сустав и осторожно прорезаем его, чтобы полностью отделить верхнюю часть крыла. Если немного повернуть сустав, он разойдется легче. После этого выворачиваем оставшуюся часть и продолжаем процесс, полностью подготавливая тушку для дальнейшей работы. Теперь переходим к отделению филе с кожей от крылышек и верхней части утки. Здесь тоже важно действовать аккуратно, чтобы сохранить кожу целой. Она будет удерживать форму рулета.
Сначала находим место соединения крыла с корпусом, осторожно прорезаем по суставу, не повреждая кожу. Если немного повернуть крыло, сустав легче найдется, и кость отделится без лишних усилий. После отделения крыльев продолжаем работать с верхней частью утки. Здесь мясо плотнее, но хорошо отделяется от костей. Двигаемся ножом вдоль костей, помогая себе руками, чтобы сохранить мясо цельным и удобным для формирования рулета. Главное не спешить, работать небольшими движениями и контролировать, чтобы кожа оставалась целой. Но вот уже завершение процесса. Кости утки полностью отделены от филе с кожей, и, как видите, это оказалось не таким сложным процессом и не заняло много времени. Но на костях еще осталось немного мяса, его можно тоже аккуратно срезать, и это будет отличным дополнением к нашему утиному рулету. Теперь можно переходить к следующему этапу. Для изготовления рулета нам понадобится средняя морковь, несколько зубчиков чеснока, специи, соль и нитка с иголкой. На этом этапе нам нужно равномерно распределить мясо по всей поверхности будущего рулета. Обратите внимание, в области шейки, где мы удалили позвоночник, практически ничего нет, а в другой части, ближе к грудке, мяса оказалось слишком много. Чтобы рулет получился ровным, без резких перепадов толщины, важно правильно перераспределить мясо. Для этого ножом осторожно срезаем излишки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить кожу, ведь именно она будет удерживать форму рулета. Получившиеся срезы мы позже переложим в те места, где мяса не хватает. Готовим ароматную смесь из соли, специй и измельченного чеснока. Чеснок можно подготовить любым удобным способом: пропустить через пресс, измельчить в блендере или прокрутить через мясорубку. Теперь этой смесью обрабатываем утку изнутри, распределяя по всему филе. Соль, специи и чеснок должны хорошо впитаться в мясо, чтобы оно стало ароматным и насыщенным на вкус. То филе, которое мы срезали раньше, тоже обрабатываем этой смесью. Прежде чем закладывать мясо, фиксируем края шейки двумя зубочистками. Это нужно, чтобы начинка не вываливалась ни во время фаршировки, ни при варке. Равномерно распределяем филе по всей поверхности, уделяя особое внимание области шейки. Здесь изначально только кожа, мяса совсем нет, поэтому важно заполнить этот участок, чтобы рулет получился ровным. Морковь заранее нарезаем на тонкие полоски шириной 5-7 мм. Затем закладываем ее поверх мяса, равномерно распределяя по всей внутренней поверхности рулета. Так начинка будет ложиться ровным слоем, создавая красивый срез и дополняя вкус. Для зашивания рулета я использую иголку с толстым ушком. Так удобнее продевать плотную нитку. Что касается самой нитки, лучше взять кулинарную хлопковую или обычную прочную нитку номером от 10 до 20. Главное, чтобы она выдержала натяжение и не порвалась во время варки. Зашиваем все отверстия, откуда может вывалиться начинка. Важно делать швы плотно. Шов выполняем стежками примерно по 5 мм, чтобы края хорошо скрепились и начинка осталась внутри. При варке утка размягчится, и если стежки будут слишком редкими или слабыми, фарш может начать вываливаться. Поэтому важно следить за натяжением нитки и прошивать рулет надежно. Зашиваем нижнюю часть утки. Мы работаем в области ножек, где осталось несколько незашитых участков. Эта часть требует внимательности, так как важно зашить аккуратно и равномерно. Рулет полностью зашит. Все отверстия надежно закрыты. В области шейки отверстия зафиксированы зубочистками, а места, где были ножки и крылышки, аккуратно зашиты ниткой. Теперь он готов к следующему этапу. Чтобы рулет сохранил форму во время варки и не развалился, оборачиваем его ниткой, фиксируя по всей длине.
Это придаст ему плотность и аккуратный вид. Без этого он может расползтись и получиться слишком большим. Важно натягивать нить равномерно, чтобы рулет держал форму, но при этом не перетягивать, чтобы не нарушить его структуру. Перед варкой рулет нужно обязательно проткнуть зубочисткой в нескольких местах. Это позволит лишнему воздуху выходить и предотвратить разрыв кожи во время приготовления. Кладем рулет в кастрюлю, наливаем воду, после закипания убавляем огонь до минимального и варим в течение 3 часов. Медленное приготовление сделает мясо мягким и нежным. Перед тем, как удалить нитки, рулет должен полностью остыть и полежать в холодильнике. Если снимать нитки с горячего рулета, кожа может прорваться и начинка начнет разваливаться. Аккуратно разрезаем нитку ножницами и осторожно вытягиваем ее. Делаем это постепенно, без рывков, чтобы сохранить форму рулета. Остуженный рулет становится плотнее, поэтому нитки снимаются легко, а сама конструкция остается прочной. И вот разрезаем готовый рулет. Он аккуратный, ровный, с красивым срезом. Внутри яркие полоски моркови, прослойки специй и чеснока, а нежное мясо пропитано ароматами. Это настоящий вкус домашнего рулета, насыщенный, пряный, с мягкой сочной структурой. Когда я была ребенком, мама часто готовила этот рулет. Весь дом наполнялся теплым, пряным ароматом, который невозможно забыть. Тогда казалось, что ожидание делает вкус еще лучше, когда рулет остывает и ты наконец пробуешь первый кусочек. Эти детские воспоминания до сих пор вызывают радость, ведь они наполнены теплом, заботой и вкусом настоящего домашнего угощения. Если вам понравился этот рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на канал, здесь еще много вкусных и полезных рецептов. Приятного аппетита и будьте здоровы!